Всем привет, меня зовут Ксю, я рада приветствовать тебя на этом канале и очень благодарна, что ты зашел на этот огонек, на это видео. Оно получилось у меня спонтанным, я решила его записать после того, как выложила шортс и рилс про мой вязаный гардероб. Кстати, вот он. И получила после этого очень много положительных фидбэков от своих друзей, знакомых. И мне захотелось поделиться историей каждой вещи. И вот это видео, оно такое болтательное. Но, к сожалению, я поняла после записи видео, что со звуком произошли некоторые проблемы. Мой микрофон перестал работать с первой же секунды. Я постаралась сделать максимально все, что могла. И надеюсь, что вас внешние звуки моих соседей, грозы или проезжающих машин нисколько не испугают. Каждая вещь — это какое-то олицетворение моего роста в вязании, моего интереса в вязании. Я решила рассказать немножко о этих вещах, потому что они мои самые, я бы сказала, любимые, самые мои часто носибельные, и рассказать о том, как они вообще появились на этот свет, что я сейчас о них думаю, что я думала о них, когда вязала, и так далее. Поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте себе, может быть, чай, кофе, и поехали. Вот такая вот у меня стопочка сегодня. Я вязала в детстве, пробовала, естественно, училась, потому что у меня вяжет мама, вязала бабушка, и мне тоже иногда хотелось попробовать, посидеть вместе с мамой и, знаете, как бы быть увлеченным одним делом. Уже в более осознанном возрасте я начала вязать, наверное, вернулась к вязанию где-то, наверное, года 3 назад. Это был мой отпуск, и я думала, чем себя занять в отпуске, потому что я его проводила дома. И тут вспомнила, что я когда-то вот вязала крючком, заказала себе тут же пряжи, или где-то покупала ее на Wildberries или Озоне, заказала себе крючок, искала различные мастер-классы, потому что, естественно, знания за огромное количество времени, они немножко так развеялись в тумане памяти. Но могу сказать, что вязание меня всегда спасало. Спасало в какие-то такие моменты, когда грустно, или в такие, знаете, не депрессивные, но когда хочется отвлечься, погрузиться в что-то другое. Я вязала все подряд. Я вязала кофты, я вязала жилеты, вязала балаклавы, вязала тапочки. В общем, я пробовала все, и до сих пор у меня нет какого-то одного направления, где я бы хотела останавливаться и вот только, не знаю, вязать, например, носки, вязать только кофты, или вязать только шапки. Я пробовала абсолютно все. Очень многое уехала к моей маме вместе с огромным количеством пряжи. Когда нам предложили работу уже на Кипре, а я живу сейчас на Кипре, я взяла с собой только 2 вещи из тех связанных, которые вязала в России. Представляю вам первого моего любимчика, это вот этот жилет. Я его вязала из пряжи Янарта джинс. И до сих пор она, мне кажется, очень крутой пряжей для таких вещей, потому что она не теплая, то есть в ней не будет жарко в этом жилете, ну, как, знаете, для зимних. Она не пушистая, она не ворсится. Она достаточно долго носибельная, то есть уже вот сколько прошло времени, я не могу сказать, что он потрепался. Нет, я носила его часто, мне очень нравится этот жилет, и я сейчас хочу найти пряжу здесь, на Кипре, которая будет очень похожа по составу, чтобы связать себе еще один, но только другого цвета. Хочется чего-то поинтереснее. Вот. Вязала я его недолго, не могу сказать, может быть, дня 3, ну, то есть это 3 вечера, я имею в виду, потому что я работала и могла вязать только в свободное время, после работы. Очень крутая пряжа. Хотя многие не любят Янарт почему-то. Вот такое мнение слышу, но зря, ребят.
Надо выбирать по себе, надо просто попробовать поработать с пряжей и понять, вам нравится оно или нет, потому что мне, например, не нравятся очень тонкие нити, которые нужно вязать там крючком номер 3, например. Я не люблю занимать много времени, это очень мелкая, кропотливая работа. Мне нравится объем, поэтому, да, я люблю работать с толстой пряжей. Следующий красавчик — это вот такой свитер, кардиган, кроп-кардиган, давайте так назовем. Он связан из пряжи Alize Maxi, по-моему. То есть это толстая здесь пряжа. И это была моя самая первая кофта, которую я связала как раз где-то года 3 назад. По ней немножечко видно, что она уже вот себя изжила чуть-чуть. Но я продолжаю любить, потому что мне нравится цвет. Мне нравится, как она классно выделяется на фоне всех вещей за счет как раз цвета пряжи. Вязала я ее, получается, частями, то есть я отдельно провязывала 2 части вот у переда. Одна была спинка и провязывала 2 рукава. Затем это все сшивала. Она моя любимая вещь в гардеробе и в то же время, наверное, ненавистная. Объясню почему. Потому что я поняла за время процесса вот этого вязания крючком или спицами, кстати, вязала я ее спицами, что я не люблю вот этот конструктор. Я не люблю сшивать много деталей, как в шитье, знаете. Мне вот не нравится. И потому что мне казалось это сложно, где-то отмерять, вымерять, одинаковые части нужно связать обязательно, чтобы они друг от друга не отличались. Для меня это было тяжело. Правда, не знаю почему, наверное, потому что здесь нужно включать прям очень сильно голову, соображать, считать. Вот, кстати, да, считать. Это для меня, наверное, вязание утомительно. Потому что как раз таки для меня процесс вязания, он такой, больше медитативный. Я просто хочу вязать, смотреть вот на то, что я вяжу, как переплетаются ниточки, и все. И ты перестаешь тревожиться, перестаешь думать о каких-то, скажем так, проблемах. Ты сейчас вот медитируешь. Это такой способ медитации. Это, наверное, вот эти 2 вещи самые любимые, которые приехали со мной из России, когда я переехала на Кипр. Они единственные 2, которые я решила взять, потому что я их чаще всего ношу. Мне нравится, как они сидят, мне нравится, как они подходят к большому числу одежды в моем гардеробе, хотя он очень такой небольшой. Вот эта вся стопка, это уже все, что связано здесь, на Кипре, за последние, наверное, 1,5, получается, года. И давайте я расскажу немножко по порядку о каждой вещи. Они здесь не в хронологическом порядке, поэтому, наверное, можно вернуться чуть к хронологии и рассказать вот про этот топ. Это такая топ-сетка с очень длинными широкими рукавами. Она связана из пряжи 3 цветов, то есть я вязала его в 3 нити. И вообще этот топ, свитер, он, если честно, уже, как бы сказать, перевязываешь. Я придумаю новое слово. Почему? Потому что я перевязывала. Я понимала, что когда мы переедем, первое время нужно будет обустраиваться как-то. Возможно, времени на какие-то вещи будет не хватать. Но, как я уже говорила, для меня вязание было неким спасением. Соответственно, я не могла не взять
какую-то пряжу с собой. На тот момент я уже из пряжи этих 3 цветов начинала вязать тоже кардиган, что-то по типу вот этого. Но как раз-таки я вязала уже свитер, кардиган точнее, из 2 деталей. То есть я сразу провязывала спинку с передом, чтобы не соединять вот здесь, не сшивать потом детали на плечах. То есть я провязывала спинку, провязывала переднюю, первую часть, вторую завязывала, и у меня должны были по плану пойти только рукава, и у меня должно было быть только 2 шва. То есть это вот здесь провязать, прошить, провязать, прошить, и с другой стороны. Соответственно, я взяла этот свитер с собой, потому что, во-первых, это был как вариант закончить, у меня была пряжа, и я понимала, что работы там много, потому что он должен был быть достаточно таким оверсайз. Но в процессе, когда мы прилетели, я его вязала, я поняла, что что-то идет не так с этим кардиганом. Я его довязала на 90%. Я просто его распустила. Я его распустила, и затем я связала уже другой свитер водолазка. Ходила несколько раз в этой кофте, но мне казалось, что что-то не так, потому что теперь мне не нравилось, как вообще цвет сидит на мне. То есть очень красивое сочетание, мне очень нравится здесь 3 цвета, здесь очень такой светло-голубой, приятно светло-желтый и сиреневый, мой любимый, фиолетовый, светло-сиреневый, уже не знаю, в чем различия между этими 2 цветами. Но они казались для меня очень бледными, и я терялась, потому что я достаточно светлая, у меня очень светлая кожа, бледная, я не любитель краситься. И я понимала, что, выглядит вроде прикольно, кофта классно сидит, но цвет вообще не мой. И я снова распустила. А затем пошел тренд на вот эти меж-топы, да, то есть сетчатые топы, и я такая, почему бы и нет? Давайте свяжем. В итоге так появился вот этот топ, он достаточно теплый. Можно сказать сразу, что я его надела первый раз в апреле, да, это где-то был апрель. Я его здесь на Кипре достаточно, бывает, рано теплеет. Но бывает так, что вроде днем тепло, но ветер холодный и сильный. И как раз таки вот этот топ, в нем было и не жарко, потому что ветер продувает, но при этом ветер, когда дует, тебе и не холодно. Единственное, что у меня различие забавное, которое я решила никак не исправлять, во-первых, я так увлеклась процессом, что я просто-напросто не смогла остановиться, когда вязала рукава. И когда я померила, они мне оказались достаточно большими. Наверное, они вот так вот закрывают мою руку, мою кисть руки, прям торчат только чуть-чуть пальчики. И я решила это никак не исправлять, оставить, это же так прикольно. А второе, это разное обрамление вот у рукавов. Здесь оно получилось прям только из сиреневой пряжи. И здесь оно вот из такого клубочка трехцветки, какое было, таким я и вязала. А здесь закончился, по-моему, желтый цвет. Да, желтый цвет. И я добавила просто в 3-й нити опять сиреневый, и получилось так вот больше сиреневого, чем 3 цветов. Вязала я его самым простым способом. Здесь у меня, по-моему, был, скажем так, большой прямоугольник. В одном ряду я не провязывала серединку, чтобы как раз для горловины. А затем просто я добавила рукава. Я, наверное, нарисую и приложу здесь фотографию, как это в разобранном виде выглядело.
Раз я начала с топов сетчатых, продолжу ими же. Это уже другая версия топа, более легкая, более летняя. При этом она более усовершенствована. Я ее вязала на фотосессию, на которой не успела довязать. Этот уже усовершенствованная версия, потому что этот кардиган, топ, этот топ я вязала крючком, вязала из хлопковой пряжи. И здесь я вязала уже регланом, крючком-регланом. Второй раз пыталась, то есть это вторая попытка. Первый раз, когда я пыталась связать подобное, у меня максимально ничего не получалось. Это было, наверное, года 2,5 назад, когда мы еще были в России. У меня не получалось ничего. Потом уже, когда я набила шишки на собственном опыте, когда у меня что-то не получалось, и я решала это вообще другим каким-то методом, который придумывала на ходу сама, тут также я придумала и объяснила себе, как вязать регланом. И все получилось, и я очень довольна этой работой. Мне очень нравится, потому что здесь ни одного шва. Это настолько мне нравится. Здесь я ничего не сшивала. Думаю, что я повторю что-нибудь подобное, даже подлиннее. Тоже сетчатый. Это такой топ-жилет. Я просто увидела, там девушка стояла боком, я увидела вот элемент, где я поняла, что связанная вещь, она не имеет одного шва, то есть она достаточно простая, она имеет какие-то просто 2 шнурочка, завязывается. Возможно, вы знаете такие жилеты, именно которые шьют. Они как, что-то типа фартука, только с 2 сторон. И я это вязала, когда ездила в Россию погостить. И я понимала, что мне нужно чем-то заняться в самолете, мне нужно чем-то заниматься в поезде, если я буду ехать в определенном поезде, либо в автобусе, потому что путь не близкий, это не 1 час. Поэтому да, за половину моего путешествия я вот смогла связать такую вещь. Носила я ее не так часто, потому что мне было сложно найти вещь, с которой я могла бы ее сочетать. Я в основном носила этот топ с рубашкой. Здесь нужно что-то объемное. Очень классно этот топ, наверное, топ-жилет выглядел бы с рубашкой, который неофициально, как у меня, например, была, а, знаете, вот с такими большими пышными рукавами. Тоже выглядело бы очень классно, потому что этой вещи нужен объем извне. Потом я просто носила ее с черным топом, когда было очень-очень жарко. Тоже вариант. Вяжется она очень легко, на самом деле. Я могу даже распустить. Вот так это выглядит. Вот так перевернуть. То есть я провязала первую часть. Она, наверное, выглядела вот так. Вот. Я провязала до определенного уровня, я вязала снизу вверх, провязала до одного уровня, затем я провязала полностью вот это плечо, вот эту часть, вот дошла до сюда, затем я остановилась как раз таки, провязала, вернулась отсюда, провязала вторую часть плеча, и затем уже с этой части, которую я второй продолжила, я соединила ее с первым плечом и провязала остаток. Эту вещь можно носить, здесь нет изнанки или лицевой части, потому что ее не определишь. И затем я связала шнурочки интересным методом, когда ты просто из 2, то есть это не просто набор воздушных петель, потому что если просто провязывать воздушные петли, то в конце получается не очень красиво.
Здесь же такая косыночка, и я затем ее использовала для всех своих чокеров. Да, у меня есть еще и чокеры. Эта кофта тоже, этот свитер, кофта. Мне очень нравится сочетание цветов голубого и белого. И могу сказать, что эта кофта тоже перевязыш, да, мое новое слово, которое я придумала. Вообще история этого свитера началась со стендапа. Я смотрела, это, по-моему, был женский стендап, что-то подобное, в общем, какое-то юмористическое шоу. И на одном из выступлений я видела на девушке, это был такой свитшот, но чем мне он зацепился, так тем, что он выглядел как расстегнутая боди. То есть у него снизу был такой заостренная часть. Он был немножко свободным, то есть это не в облипку был свитшот. И это была моя первая единственная ошибка в моем вязании, когда я не подумала и не обратила на это внимание. И я решила, что я хочу такой же, но связанный. И, соответственно, у меня была пряжа, краска, которая ждала моего решения, что же я хочу связать. И я связала, и я нарисовала себе, скажем так, чертеж, потому что нигде не было, естественно, как вязать такую кофту. Но здесь достаточно все было для меня просто, потому что я вязала регланом. Эта кофта связана регланом. И мне нужно было только сформировать низ. А низ я формировала просто тем, что убавляла. Убавляла петли. Почему я решила его перевязать, изменить? Да потому что, когда он получился, сначала было классно, но когда я походила, я поняла, что как раз-таки вот момент, когда я не подумала о размере, сыграл большую роль на том, как этот свитер выглядел. Потому что если бы он был объемнее, такой оверсайз, тогда бы я получила бы то, что хотела. Потому что этот свитер, он мне прям впору. Это тот свитер, который ты надеваешь под куртку, который тебе комфортно, ничего не вылезает из-под куртки. Соответственно, в нем тепло, классно, но вот это как раз заостренная часть в кофте, которая тебе, ну, не в облипку, но почти, да, в пору, выглядит не очень. Потому что она тебе, она топорщится. Если бы свитер я бы связала на размера 2 побольше и сделала бы его оверсайз, тогда, мне кажется, было бы классно. Но я решила ничего не менять, и я решила, ну, в плане размера, решила не перевязывать его полностью, а просто изменила низ и сделала из этого простую кофту. Но сейчас мне иногда кажется, что я хочу его перевязать, и это не исключено, потому что кофт у меня очень много, как будто бы получилось. Возможно, из него я сделаю просто обычную жилетку. А может быть и нет. То есть у меня всегда все меняется. И последнее, как раз таки, мое самое любимое детище, которым я очень горжусь, которое невероятно теплое. Нашла какие-то фотографии мастерицы, которая вязала клатчи из как раз тедди пряжи, как ее называют. Я не уверена, что это конкретно вот эта пряжа, которую использовали, но я искала похожую. И здесь, честно скажу, на Кипре очень маленький ассортимент, как будто бы пряжи. Хотя есть магазины, где как будто бы очень много, но ты смотришь, и все вообще не то, что ты бы хотел. Поэтому я нашла вот такую пряжу. Она стоила безумно дорого, мне кажется. Ну и мне сейчас так кажется, что безумно дорого вышел этот свитер. Мне хватило 2 мотка пряжи. Она стоила по 35 евро, то есть в сумме 70 евро у меня ушло на пряжу. Причем чуть-чуть осталось, даже не то чтобы чуть-чуть, я связала еще и клатч. Ну, сумку прям полноценную и маленькую сумку для телефона, потом из этой пряжи. И даже еще чуть-чуть осталось. Почему вообще
и захотела связать свитер. И я вдохновилась именно вот эти тедди-клатчами, пушистыми, классными. А второе, я потом хотела какую-то кофту на замке. И вот, это моя первая кофта с замком. Здесь я очень аккуратно старалась провязать какую-то часть, чтобы закрыть сам замок, чтобы он не впирался, мне ничего не царапал. Есть ли минусы у этой кофты? Минусы есть, на которые я стараюсь закрыть глаза. Во-первых, минусы плюс. Она получилась очень большой, объемной. Я вязала не плотно, то есть у меня полотно, она не плотная, и можно видеть, как просвечивает моя рука. Соответственно, у нее больше растяжимость, и такую вещь нужно сушить или стирать очень-очень аккуратно. И я даже помню, что я попробовала эту кофту постирать в стиральной машине специально, чтобы она села. Не получилось. Но она оверсайз, и она безумно теплая, несмотря на то, что она просвечивает. Но когда ветерок, немножко бывает прохладно. Если ветер очень сильный, то тебе немножко задувает. Второй минус, который я наверное, не учла, я сделала достаточно широким горловину, и горловину провязала не очень высокую. Я, наверное, боялась того, что это будет очень некрасиво сидеть. И у меня здесь, наверное, сантиметров 10, хотя я теперь понимаю, что лучше бы я провязала от 15 до 20, чтобы когда она собрана и застегнута, я могла его подвернуть. Теперь я это понимаю. Если я буду что-то подобное вязать, я теперь точно знаю, да, что это нужно учитывать. И также, естественно, как по-моему, из трехцветного топа, я также немножко не рассчитала, увлеклась с рукавами. И рукава получились тоже большими. Но несмотря на это все, я очень люблю эту кофту. Я потратила на нее безумно много времени. Я ей очень довольна, она мне нравится, это моя любимая вещь, хоть я ношу ее не супер часто, потому что здесь не так уж долго и холодно. И, наверное, я вот точно знаю, что когда здесь становится очень холодно дома, это то, что меня согревает без каких-либо обогревателей. Мне действительно становится даже жарко. Вот такая моя любимая кофтень. На этом у меня из вещей все. У меня есть также какие-то сумки, которые я постоянно вяжу, пробую. Из последних могу сказать, что вот, наверное, вы видели в Пинтересте вот такую забавную, ее называют Bubble Drip Popcorn Bag, в виде вот таких пузыриков, точек. Она напоминает, знаете, вот эту вот пленку, которую нужно лопать. Вот, это из последних работ. Я вяжу себе большой шопер такой, пробую такие маленькие, потому что у меня есть много остатков пряжи, и я решила, что их пущу в какое-то такое интересное дело. Возможно, даже запишу, может быть, как я это делаю. Пора, думаю, закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео. И если вам понравилась история, делитесь своей историей, когда вы начали вязать, думаете ли вы над вязанием, а что для вас вязание, и неважно, вязание это спицами, вязание на машинке или вязание крючком, совершенно здесь не важно, что для вас это дело значит, когда вы сами начали, может быть, у вас после моего видео, наоборот, появится желание. И напишите тогда в этом случае, какую бы первую вещь вы хотели для себя связать. Поэтому встретимся, наверное, в следующем видео. Пока!